Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Не раз вы просили меня снять видео с грубой сухой кутикулой, про такую еще говорят деревянная. Сегодняшний случай интересен еще и тем, что помимо сложной кутикулы натуральные ногти сильно выпуклые. Будем визуально это исправлять. Поехали! Предлагаю посмотреть на ногти моей модели, они с определенными особенностями. Кутикула сильно стелется на ногтевую пластину и трудно отделяется. А также при виде сбоку видим, что ногти растут вниз. Мы могли бы это исправить, если бы была бы длина свободного края. Но в данном случае кардинально изменить ситуацию не получится. Мы это постараемся исправить при помощи верхних форм и моделирующего материала. Натуральный ноготь не получится выпилить изнутри и поднять клюнувший кончик, потому что ногти сострижены под корень, и мы видим гипонихий, который не позволит этого сделать. В общем, нам сегодня предстоит очень интересная работа по преображению этих ногтей. Смотрите видео до конца, будет интересно. Этим ногтям 3 недели, нам необходимо снять старое покрытие. Вижу множество отслоек на свободном крае, их мы будем также убирать при помощи насадки. Снятие гель-лака выполняем твердосплавной насадкой, зеленой насечкой на максимальных оборотах. Стараюсь снимать гель-лак полностью или до тонкой подложки. Если клиент чувствует жжение во время снятия, можно сделать скорость чуть ниже. В данном случае покрытие тонкое, поэтому нужно быть внимательным во время снятия, чтобы случайно не повредить ногтевую пластину насадкой. На одной руке я уже успела выполнить маникюр. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что на таком типе кутикулы нельзя делать глубокий маникюр, потому что можно поранить. У нас остается тоненькая полосочка кутикулы. Если срезать все глубоко под ноль, то это может привести наоборот к тому, что кожа будет быстрее регенерироваться и сильнее отрастать. Перед тем, как приступить к работе с насадкой, мы должны раскрыть карман кутикулы. Такую кутикулу часто мастера еще называют деревянной, дубовой, потому что она не хочет отделяться, и зачастую, если ее отталкивать пушером, это мало того, что неприятно клиенту, во-вторых, пушер может соскочить и поранить задний валик. Поэтому вы можете использовать либо прямоугольную сторону пушера и аккуратно отделять кутикулу, либо самый безопасный вариант – это апельсиновая палочка. В некоторых случаях, если кутикула трудно отделяется, вы можете использовать безопасную фрезу, насадку, которая не имеет абразива, она у нас действует по принципу пушера. И отодвигаю кутикулу не сразу, а постепенно. Приподнимаю пальцем кутикулу и еще раскрываю кармашек, захожу боковой частью палочки и приподнимаю, чтобы у меня образовался кармашек. Следующее, на что я обращаю внимание, что лунула в моей модели, видимая часть матрикса очень широкая, и это говорит о том, что мне не нужно глубоко заходить палочкой и раскрывать глубокий карман. На указательном у нас порез от картонной коробки, очень больной, неприятный. Я очень аккуратно захожу в это место и медленно, приблизительно на 3 секунды, отталкиваю кутикулу. То есть немного поступательных движений, а нажала и отталкиваю на 3 секунды. Здесь мне очень интересный момент, вот эта белая линия. Это птеригий, пленка, которая стелется на ногтевую пластину. Часто мастера начинают отсюда отодвигать кутикулу, и у них пушер соскакивает. Не стоит соскребать этот птеригий. Можно его вот таким вот образом убрать, либо оставьте и уже аппаратом это уберете. Забафлю ногтевую пластину, жесткой стороной бафа убираю тонкий слой базы, около кутикулы прохожу мягкой стороной. Посмотрите, какой у нас итог. Уже птеригий убрался вместе с бафом, соответственно, нам придется меньше работать аппаратом и меньше вероятность появления пропилов. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного.
с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Маникюр буду делать в комбинированной технике, приподнимать кутикулу и зачищать триги при помощи алмазной насадки «Пламя», диаметр 0,23, так как валики здесь не глубоко посажены. У меня красная насечка, правда она потемнела от обработки, дезинфекции, сухожара, но это абразив красный. Как правило, когда кутикула сильно стелется на ногтевую пластину, нам трудно ее приподнять за один проход, и часто после среза требуется доработка снова аппаратом. Для того, чтобы лучше видеть подкутикульное пространство, я делаю следующее движение. Я ставлю по диагонали насадку и средней частью приподнимаю кутикулу. Благодаря тому, что она приподнялась, мне теперь лучше видно, что под кутикулой я вижу, с чем буду работать. Я обработала левую часть кутикулы, у меня приподнялась такая, как юбочка. Сейчас я остановила аппарат, переключаю направление вращения насадки и продолжаю по тому же принципу обрабатывать справа. Важно, что на каждом этапе я очень сильно оттягиваю кутикулу для того, чтобы видеть внутреннюю ее часть. Если с такой стелющейся кутикулой ее не оттягивать, то внутри получится грязно, а впоследствии будут затеки. Пузиком насадки движением вверх я раскрываю кутикулу и теперь кончиком фрезы еще глубже прочищаю. Обязательно убираю пыль для того, чтобы видеть, с чем я работаю. При сухих боковых валиках, как в данном случае, вы можете использовать насадку с синим абразивом. Перед срезом убираю тщательно пыль. Для среза буду использовать ножнички от Stalex. Размещаю безымянный и большой палец в колечки, указательный на заклепку. Срез выполняю 2-3 миллиметром ножниц. Закрываю ножницы до середины. Если клиент не чувствует болевых ощущений, то закрываю ножницы до конца. Проворачиваю руку модели навстречу срезу и продолжаем. Сейчас я срезаю только видимую часть кутикулы, а затем то, что у нас осталось, мы зашлифуем при помощи другой алмазной насадки. В том месте, где был порез, срезаю заусенцы, чтобы случайно дальше этот порез не стал расходиться, чтобы кожа не трескалась. После этого этапа нам стало видно, что кутикула в некоторых местах все равно налипшая. Можно ее продублировать, оттолкнуть апельсиновой палочкой или продублировать аппаратом. При таком типе кутикулы, который стелется, очень часто приходится работать вот так, в 2 этапа. Если повторного приподнятия есть что срезать, то мы срезаем. Помним о том, что такую кутикулу полностью под ноль мы не убираем. Переходим на следующий ноготь. Для шлифовки среза и боковых валиков буду использовать насадку бочонок, диаметр 0,31. В положении форвард на небольших оборотах, 10 тысяч примерно. Когда дохожу до пореза, работаю очень аккуратно, предельно, стараюсь зашлифовать кожу, чтобы она не расходилась дальше. Если после шлифовки остаются заусенцы, вы их можете срезать при помощи режущего инструмента. Такой результат у нас после маникюра. И теперь будем подготавливать ногти к покрытию. Обезжириваем ногти и наношу праймер для улучшения сцепки на свободный край. Перед акригелем нанесем тонкий слой базового покрытия. Отправляем лампу на просушку на 30 секунд.
Подбираем верхние формы. Их мы будем использовать для того, чтобы выровнять ногтевую пластину. Прикладываю форму к ногтю. Если у меня идет несовпадение по линии кутикулы, то я могу при помощи ножничек обрезать этот типс, верхнюю форму, для того, чтобы они совпали. Смотрю, чтобы форма совпадала по боковым сторонам, чтобы не было пустот, а при виде сбоку, чтобы было пространство между ногтем и формой. Сразу подбираю на все ногти формы, чтобы на это потом не тратить время. Теперь все очень просто. Мы берем акригель, в моем случае гибрид гель от Гель-Лактик, ставлю горошины акригеля на ногтевую пластину, приблизительно с горошинку, на мизинец чуть меньше, на большой чуть больше, на указательный побольше горошинку, потому что сильно он вниз клюет. И теперь под углом 45 градусов придавливаем акригель, нажимаем таким образом, чтобы у нас вылез немного вперед, и поднимаем типс наверх. Тот материал, который вылазит по бокам, аккуратно собираем или кисточкой, или апельсиновой палочкой. Смотрю, чтобы боковые стенки были в акригеле, в материале. Сильно на форму не нажимаю, для того, чтобы носик не ушел вниз. Моя задача именно выпрямить ноготок. И все вот так вот. Мы сразу с вами ставим формочки не по одному пальцу, а на все. Прижимаю под углом 45 градусов, выдавливаю длину, по боковым стенкам выдавливаю материал и поднимаюсь наверх. На среднем здесь маловато материала по боковой стенке. Мы с вами сейчас еще немножко добавим, потому что если на боковой стенке не будет материала, то ноготь сломается в этом месте. Поэтому если ноготь чуть шире, можно больше взять материала. Закрываем, надавливаем. Следите, чтобы не было пузырей. Выгоняйте все пузырики наружу. Убираю излишки материала у кутикулы. И перед постановкой в лампу еще раз просматриваю на наличие пузырей, и чтобы материал был плотно прижат по боковым стенкам. Мы не хотим особо удлинять ногти, оставить такими, какими они есть. Если вы хотите удлинить, тогда возьмите побольше материала. Отправляем очень аккуратно на просушку на 30 секунд. После этого поджимаем обратно пинцетом и отправляем на досушку на 1 минуту. Для фиксации арки вы можете ее поставить прищепки и с ними досушивать в лампе. На большой палец ставлю шарик большего размера, придавливаю. Снимаем остаточную липкость около кутикулы и под ноготочком. Там, где была верхняя форма, там и так ее нету. Просто около кутикулы прохожусь немножко и вот снизу. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Теперь пилкой придадим форму. У нас такой зауженный овал. Кладу пальчик на бок, ставлю пилку под ноготь и начинаю пилить отсюда. Зону у кутикулы пока не трогаю. Хотите, чтобы кончик был еще более узкий и выразительный? Такими движениями снизу вверх опиливаем материал. На свободном крае пилку ставлю также под ноготь. При перевороте мы видим толщину, но это и нормально, потому что мы поднимали клюнувший ноготь. Часть материала мы выпилим изнутри твердосплавной насадкой. Зону около кутикулы буду обрабатывать при помощи насадки, для того, чтобы пилкой не размахрить маникюр. Ставлю небольшие обороты, приблизительно 20-25 тысяч, и аккуратно носиком насадки убираю лишний материал. Следите за нажимом, чтобы не пропилить ногтевую пластину. Обязательно угол между ногтем и насадкой около 45 градусов. Переворачиваю руку модели и на скорости 20-25 тысяч оборотов движениями справа налево убираю лишнюю толщину.
После опила бафим ногтевую пластину для того, чтобы была сцепка со следующим покрытием. Обезжириваю ногтевую пластину и наношу цвет. Мы выбрали летний яркий цвет фуксия. Покрываю в 2 слоя. Завершаем покрытие топом. Результат нашей работы: мы выполнили маникюр на сухой грубой кутикуле, исправили визуально то, что ногти растут вниз. По-моему, получилось замечательно. Ставьте пальчик вверх, если считаете так же. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!